Полезные привычки и раскрой свою энергию. Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Простой разговор». Если вы впервые, то я помогаю раскрыть свою энергию. Полезные привычки. Следующая привычка – это создание и использование второго мозга. Я сейчас объясню, что это значит. Это концепция, которая гласит: ваш мозг предназначен не для хранения информации, а для создания идей, а постоянные попытки запомнить и удерживать все в голове изнуряют и выматывают. Второй мозг – это система или пространство, где можно организованно сохранять всю важную информацию. Обычно это цифровая система, как у меня, но это не обязательно. И вот почему это так важно. Чем больше вы пытаетесь удерживать в голове всю информацию, тем больше вы застреваете в своих мыслях. А почему это важно для женской энергии? Женская энергия заключается в том, чтобы выйти из своей головы и погрузиться в свое тело. Использование второго мозга в течение дня может помочь сделать это. Все, что не требует вашего внимания, прямо сейчас отправляется в ваш второй мозг. И это записывается и фиксируется для последующего использования. Например, вы только что вспомнили, что нужно сделать завтра. Отлично. Сразу запишите это в дневник. Таким образом, это больше не занимает места в вашей голове и не отвлекает вас в течение дня. Я лично использую, что мне нужно. У меня расписание, которое я постоянно обновляю. Там у меня идеи для видео и заметки для планирования. У меня есть целый раздел под названием «Второй мозг», где я храню информацию, которую хочу сохранить и которая может мне понадобиться. Но не сейчас. В этом разделе у меня, например, есть списки рецептов и покупок. Это также место, где я записываю все связано с деятельностью. Суть в том, что все, что не требует моего внимания, все, что нужно держать в голове, отправляется туда. Мне больше не нужно думать об этом, потому что все уже записано. Чем больше вы держите в своей голове, даже из-за мелких утомительных вещей, например, о том, что нужно купить помидоры в магазине, тем сложнее вам будет чувствовать женскую энергию. Вы должны избавиться от всего лишнего в голове и записать это куда-то. Еще иногда сама настройка системы может занять время, но привычка ее ежедневного использования на самом деле очень проста, что когда это нужно, занимает всего пару секунд. Это буквально 5 секунд. Может, это звучит сложно, но, честно говоря, лучше всего начать с самого простого. Вам понадобятся всего две вещи: хороший ежедневник и список дел, а также хороший календарь. С этого можно начать. А дальше вы сможете постепенно расширять систему. Я, например, настраивала свой второй мозг по крайней мере 7 месяцев. Не переживайте, начните с этих 2 пунктов, организуйте. Чем больше вы будете это делать, тем меньше вам нужно будет думать о делах, тем меньше вы будете копаться в мыслях в режиме выполнения задач и продуктивности, и тем больше вы сможете переключиться в режим. Следующая привычка немного забавная, но это просто не бежать к двери. Первое. И вот что я имею в виду. Допустим, вы пришли в ресторан со своим спутником. Не бегите первой к двери, потому что так вы лишаете своего спутника возможности проявить инициативу, дать ему возможность открыть дверь для вас. Или если вы садитесь вместе в машину, не бегите к дверце машины первой, позвольте ему слегка опередить вас, чтобы он смог первым добраться до двери и открыть ее для вас. Может быть, он воспользуется этой возможностью, может быть, нет, но, по крайней мере, вы даете ему шанс. Или когда вы подходите к двери магазина и видите,
что какой-то случайный мужчина подходит к двери почти одновременно. Я знаю, что это такая мелочь, но попробуйте слегка замедлиться, дайте ему дойти чуть раньше вас, чтобы он мог открыть дверь для вас. Скорее, это мелочь, но какая? Это приятно, это заставляет нас чувствовать, что о тебе заботятся, и это создает возможность, чтобы такое случалось. Бывали случаи, когда я подходила к двери или к машине со своим мужем, и почему-то я всегда спешила нарочно, слишком быстро. И мой муж говорил: «Подожди немного». Я оборачиваюсь и спрашиваю, а он просто улыбался и открывал дверь для меня. О, спасибо! Он как бы и научил меня замедляться. Если я бегу к двери первая, он не может сделать этого для меня, так что замедлить перед дверью дайте себе маленькую паузу, чтобы дать ему возможность открыть ее для вас. И это подводит меня к следующему пункту. Следующая привычка – это замедление во время ходьбы. Замедление, когда вы готовите, перестаньте спешить и начните быть к моменте, чтобы оставаться в своей женской энергии. Вы не можете постоянно торопиться. Это противоречит самой сути женской энергии. Если вы торопитесь, вы не слышите свою интуицию. Если вы торопитесь, вы не можете быть креативны. Вы не находитесь в моменте, вы не связаны со своим телом. Постоянная спешка выводит вас из вашей женской энергии. Чтобы увеличить свою женскую энергию, начните замедляться. Замедлять хотя бы чуть-чуть. Не обязательно быть очень медленной. Не нужно превращаться в черепаху. Иногда такая небольшая привычка заметно расслабляет вас, расслабляет ваше тело, на нервную систему, делает вас мягче и вызывает приятные ощущения. Теперь перейдем к следующей привычке. Все, что вы делаете, должно быть выполнено идеально на 100%. То есть не все, что вы должны сделать, должно быть абсолютно совершенным. Иногда достаточно и 90%. Постоянные попытки довести все до идеала могут привести к полной усталости и выгоранию. Это также лишает радости любые занятия. Неважно, сколько вы любите писать, если каждый раз вы думаете, что это должно быть лучшим вашим текстом. Это лишает процесс удовольствия. То же самое с рисованием. Если вы считаете, что каждая работа должна быть шедевром, это лишает вас радости творчества. На каждом уроке вы думаете, что должны быть лучше в группе, это тоже забирает радость. Я не думаю, что мои видео на ютубе на 100% идеальные. Я стараюсь, но они далеки от совершенства. Но если бы я ждала абсолютного идеала, я бы почти ничего не выкладывала. И то, что я люблю, стало бы источником стресса. Просто измените подход, задайте себе вопрос, должно ли это быть на 100% идеальным, или хватит 90%. Некоторые вещи действительно требуют идеала, но вы увидите, что большинство дел можно выполнить и на 90%, и это нормально. Чем больше вы переживаете в мелочах, тем больше вы теряете свою женскую энергию. Позвольте себе быть не идеальной. Разрешите себе принимать результат на 90%. Следующая привычка, которую я хочу рассказать, это сила маленьких подарков самому себе. Раньше я сопротивлялась идее тратить деньги на себя, даже совсем немного, или тратила как можно меньше. Скажу честно, я сэкономила много, но также поняла, что тратя деньги на себя или на что-то, что приносит радость, я как бы говорила себе, что я недостойна этих вещей, недостойна этого удовольствия.
И мое удовольствие абсолютно не важно для меня. Развитием женской энергии означало осознанное добавление к свою жизнь больше радости и удовольствия, как я уже упомянула, одним из маленьких, но очень значимых шагов стало то, что я начала покупать себе маленькие подарки. Время от времени я не говорю о вещах за $100 или что-то подобное. Я говорю о таких мелочах, как чашка ароматного кофе за $5, просто потому, что на улице холодно, и это кажется уютным, или новый лак для ногтей, потому что он красивого цвета, или сходить за смузи и прогуляться на улице. Сначала я думала, что все это пустая трата денег. Например, зачем мне кофе? Я могу выпить воды. Или зачем мне еще один лак для ногтей? У меня их уже 10. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы порадовать себя. Можно зайти слишком далеко и начать покупать все подряд и залезть в долги. Но это не то, о чем я говорю. Речь идет о балансе, о небольших подарках, о маленьких радостях время от времени, которые делают нас счастливыми. Это напоминает о том, что мы созданы для радости. Конечно, вы можете радовать себя и более крупными покупками. Я совсем не против этого. Вы можете купить себе что-то красивое, если считаете, что это правильно с финансовой точки зрения. Я сама большая поклонница инвестиций в себя, будь то образование или улучшение качества жизни, например, обновление гардероба, чтобы создать версию себя на следующем уровне. Все это может быть полезным. Но это не то, о чем я говорю. Здесь я говорю о маленьких моментах. Купить книгу в книжном магазине, от которой вы не можете оторваться, или купить себе свежие цветы в супермаркете. Такие вещи тоже могут быть невероятно значимыми и сильно влиять на то, как вы себя чувствуете. Женщина любит чувствовать заботу, любовь и внимание. Это способ подарить это чувство самой себе. И это отличный способ проявить, это еще одна маленькая привычка для усиления вашей женской энергии. Начать планировать время для себя в вашем календаре. Часто наши календари заполнены скучными вещами, такими как визиты к стоматологу или важные дела. Они обычно связаны с работой или задачами. Может быть, изредка там появится ужин в ресторане или отпуск, но это все. А теперь попробуйте запланировать время для себя, время для удовольствия или заботы о себе. Это небольшой дополнительный шаг поможет вам не превратить свою жизнь в бесконечный список дел. Убедитесь, что вы продолжаете ставить себя в приоритет. Например, если вы хотите раз в неделю устраивать себе долгую вечернюю рутину и принимать расслабляющую ванну, запишите это в свой календарь. Каждую среду в 7:30 до 9 вы будете этим заниматься. Если вы хотите совершить долгие прогулки в своем любимом парке каждое воскресенье утром, запишите в календарь. Если для вас важно дважды в неделю ходить в парк, добавьте в расписание. Если вы хотите устраивать себе свидание с собой раз в месяц, в начале каждого месяца решите, когда это сделать и что именно вы будете делать, и запишите это в календарь. Я считаю, что это важно по 3 причинам. Во-первых, если вы это запишете, вы с большей вероятностью это сделаете. Во-вторых, вы создадите пространство для этого и убедитесь, что другие дела не вытесняют это время. И в-третьих, вы подсознательно начнете понимать, что ваше время для себя или время для радости тоже важно. Я, например,
отмечаю время для себя в календаре веселыми и приятными цветами, например, розовым или желтым. Это мелочь, не требующая усилий. Но как только вы начнете, вы заметите, что ваша жизнь станет более радостной и приятной. Женщина нуждается в таком времени для себя, чтобы чувствовать себя на высоте. Напишите, что вы думаете об этих маленьких привычках, которые помогают вам чувствовать свою женскую энергетику. Подписывайтесь на канал «Простой разговор», ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорой встречи!